Всем добрый день. Сейчас хочу с вами поговорить о понятии зомби. Правда это или миф? Есть ли вообще такое понятие в реальности? Существуют ли зомби? И откуда вообще эти рассказы жуткие о зомби и прочих восставших мертвецах дошли до нас? Скажем вначале, что эту тему замусолили и как бы предложили вашему вниманию голливудские режиссеры. Потому что это была очень интересная тема, очень хорошо продаваемая, поскольку всякое таинственное, все необычное, неопознанное тянет. Мы знаем, да, у человеческая психика так устроена, что даже в детстве, когда нам было жутко страшно, ночью мы всегда просили рассказывать нам что-нибудь такое страшное. И лежа в постели, в теплоте, рядом с бабушкой, с мамой, мы слушали страшные сказки. Ну, по крайней мере, нам рассказывали о каких-то чудовищах, змеях Горынычах и прочее, прочее. Нам это нравилось. Человек очень любит быть защищенным, но в то же время испытывать стресс, страх, какие-то встряски психологические. Почему это происходит? Потому что у человека в голове, значит, если уж по-деревенски сказать, по-простому, винтики, которые отвечают за удовольствие и за страх, они расположены рядом. И вот страх, боль и вот такие эмоции, они вызывают удовольствие. Вот почему, например, есть женщины, которые очень любят получать по морде. У них, видимо, эти винтики очень рядом расположены. Когда им дают по морде, они испытывают от этого очень большое удовольствие. И как бы не обвиняли мужей, все равно с ними живут. Вот это понятие страх, ужас, постоянная встряска, постоянный стресс, и они как-то повышают какие-то гормоны в головном мозге. Ученые это лучше объясняют, чем я, да, которые вызывают состояние удовольствия, удовлетворения. И поэтому голливудские режиссеры, будучи очень хорошими психологами, очень хорошими коммерсантами, знающие, что продавать и что будет покупаться лучше всего, да, это все-таки миллиарды, это огромные суммы, это огромные деньги, и поэтому нужно хорошо обдумать, какую тему для фильма выбрать. Вот выбрали зомби. Что такое вообще зомби? Ну, насколько определенные люди представляют и пишут в книгах, что это восставшие мертвецы, что это мертвое тело, куда вселяют душу и порабощают, и, в общем, заставляют на себя работать или кого-то убить. Вот это слово зомбирование, кодирование всяких там, это существует. Зомбирование существует, есть определенное влияние на психику через препараты, через какие-то слова, через какие-то натренированные вещи, фразы, которые действительно существуют, и мировые спецслужбы этим пользуются. Но я бы не сказала, что это на таком огромно высоком уровне, что просто-напросто достаточно подойти на улицу к человеку, сказать пару слов, и он за тобой пойдет куда угодно и будет тебе служить. Это, безусловно, очень сильная работа. И каждый человек, который идет в эти сферы, в эти службы, да, он в какой-то мере зомбирован. И вот эти все клятвы, данные, эти все печати, это все говорит о принадлежности человека к этой структуре навсегда, с головы до ног. И печати, они тоже имеют какое-то колдовское значение, знаки, которые действительно, как вам сказать, внегласно, даже без их знаний и согласия, действительно накладывают печать на человека. И он навсегда уже в этих структурах. В древние времена на Руси закрывали рты послам. Был такой заговор, были такие дворцовые, дворовые колдуньи, ведьмы, которых вызывали, когда отправляли послов, чтобы те накладывали на их язык замок. То есть они начитывали что-то, и при всем желании человек даже под пытками не выдавал то, что знал. Вот настолько была вера в колдунов сильна, и настолько была доверие сильна. Теперь, что касаемо зомби. Значит, в самом начале скажу вам ясно и четко, что невозможно в мертвое тело вселить
какую-то душу. Это невозможно. Если человек умер, ни его душу, ни чужую душу туда вернуть невозможно. Это закон Вселенной, это закон потустороннего мира, это закон мироздания, и ни один колдун не в силах нарушить этот закон. Если нам дают силу колдовать, это не говорит о том, что нам могут разрешить все, что угодно, и мы всемогущие там божества. Нет. Есть определенные вещи, которые, если нам не дали, значит не дали. Вот и все, точка. Невозможно в мертвое тело что-либо вселять. Это невозможно. Мертвое тело поднять каким-то образом невозможно. Есть определенные приборы, которые показывают, что после смерти человека какая-то энергетическая зона вокруг него существует, и эта зона постепенно угасает в течение нескольких дней. Уже этого биополя нет, все, тело мертвое. Оно и так мертвое изначально. Просто вначале душа, астральное тело пытается, как бы оно кружит вокруг, потому что не может понять, что с ним произошло. И чем смерть была неожиданной и внезапной, тем сильнее эти свечения, тем сильнее это биомагнитное поле. То есть душа не может понять, что происходит, и хочет любым способом вернуться и жить заново, то есть он мечется. И, естественно, вокруг него создается биополе, биомагнитное поле вокруг тела, которое измеряется, и оно постепенно угасает. Если человек умирает, естественно, смертью от старости, от долгой болезни, и он уже готов к этому, то это свечение биополе очень слабое, и оно исчезает буквально через пару часов после смерти. Поскольку человек уже был готов, и он уходит, и он вполне уже как бы знает, что он умер, и обратного возвращения ему абсолютно не нужно. А тут бывает, что проснувшись, например, после комы, люди, да, которые попали в аварию, говорят, что резко отключились и ничего уже не помнят, что с ними случилось. То есть вот, собственно говоря, вот это вот желание вернуться и понять, что происходит от внезапной смерти. Такое же свечение можно наблюдать, когда мучительная смерть, когда издевались над человеком, измывались, когда он умер очень мучительной, страшной смертью, то у него тоже есть свечение, но он пытается, желает вернуться, отомстить. У него злость, потому что у него отобрали жизнь. Отобрали жизнь наглым образом, и, естественно, он не согласен, он протестует и не хочет уходить. Но со временем это свечение угасает, и он уходит. Вот. То есть это говорит о том, что невозможно, чтобы душа человека вернулась обратно. Те, которые были в предсмертном вот этом состоянии и видели себя со стороны, и помнят какие-то детали, и говорят, что их вернули, это совсем иной случай, поскольку они не умерли, тело не умерло, оно было живое. Просто его вытащили наружу для чего-то. Потому что есть, например, один актер, я его не буду называть, у него много детей, он часто выступает во всяких шоу, знаменитый актер. И он говорит, что после того, как он попал в морг после очередной пьянки и гулянки, и он увидел, как он переходит через стены, и он понял, что если еще чуть-чуть отойдет, то может уйти навсегда и не вернуть свое тело. Он испугался, он вернулся, и его считали мертвым, скажем так, он воскрес. И после этого, как говорит его жена, он абсолютно стал другим человеком, поменял свои отношения и к детям, и к жене, закончил свои эти внебрачные связи и стал оберегать свою семью, и понял, что он жил очень глупой жизнью. Это у нас соседи стучат. У них, наверное, слон просто, наверное, в загоне слона держат. Я так думаю. Это ужасает просто. Это бескультурие, ну, куда деваться. Так вот. То есть ему дали шанс, но его тело было еще живое, поэтому он вернулся. Много таких людей, которых считали за умерших, даже, к сожалению, в те века, когда еще не могли определить, да, смерть человека, поскольку очень много, несколько сотен есть определенных причин, которые преподают врачам, по которым признаков, то есть по которым можно определить, что человек умер или живой. Представьте, столько сотен причин, то есть бывают случаи, что настолько летаргический сон бывает очень глубокий, что человека могут похоронить. В Индии, например, один старый человек проснулся на костре. Когда уже зажгли, вот это и начала его сжигать, он выскочил, побежал, и оказалось, что он живой. Да, на ужас всех родственников. То есть, такие случаи бывают, но это абсолютно другой феномен, это не зомби.
Теперь рассмотрим зомби. Значит, в мертвое тело душу вернуть невозможно, а значит, колдун не в состоянии ничью душу вернуть в мертвое тело и поработить. Что происходит? Понятие зомби появилось с того времени, когда начали порабощать черное население Африки. Поскольку африканское население очень предано своим культам предков, своей религии, даже христианство, даже ислам в этих странах несет какой-то специфический характер, поскольку они не отказываются и от своего культа, как бы они там, скажем, не были верующие. Да? И вот вместе с ними вот пришла религия Сантаре, которая маскирует духа Вуду под святых. Например, Ошун, богиня любви у африканцев, там богиня Матерь денег и богиня страсти, богиня даже мести была определенное время. Ошун маскируется под Богородицу. Святой Патрик маскируется под есть лесбо, то есть определенное божество, дух. Я уже много рассказывала, сейчас не будем к этому переключаться, иначе вы просто от темы уйдете. Да? То есть вот в религии Сантере это есть вуду, только немножко латинское определение другое. Есть вуду гаитянское из Гаити. Это намного сильнее ветвь. Почему? Потому что там больше сохранены именно оригинальные тексты. Если, например, вуду Бразилии, вот латиноамериканских стран, там переделано под христианские какие-то догматы, то в Гаити он прям четко ясно, какой был. И представляете, в Гаити есть даже статья по черной магии. Если у колдуна обнаружат какие-то там предметы культа или поймают его за руку, когда он делает порчу, то, значит, грозит срок. Хотя мне смешно, потому что как это можно доказать? Как это можно доказать, что говорит он и для чего? И не всегда череп и кровь и жертвоприношение означает порчу. Иногда это делается для того, чтобы человека поднять с того света, просто вылечить от очень тяжелой болезни. Но вот есть такая статья. Это говорит о том, что они очень серьезно к этому относятся и верят в это. От президента и до министра. И вот оттуда пришло это понятие зомби. Что вообще зомби это означает творение или творец. Потому что верховный бог в магии, то есть в религии, это религия, просто оно, знаете, как разветвляется и в магию, и в религию, и в какие-то чуть ли не полуфанатичные эти течения. Но, в принципе, это религия. Верховный бог зомби. Смешно, да? Зомби, а мы говорим, что это зомби. Это творение, творец. То есть зомби означает тот, который творение колдуна. Вот он натворил этого человека. Он сделал его таким. Да? Это его творение. Он его превратил в это и заставляет служить. Но если уж долго, чтобы не ходить вокруг да около, значит, скажу следующее. В Африке испокон веков, во-первых, колдуны владели знанием о ядах, знанием о лекарствах, которые усыпляют, знаниями сакральными, сокровенными и теми, которые тайны и не всем доступны. И бывали часто случаи, что когда колдун заходил в дом, а его не принимать не имели права, очень боялись его, вот он заходил в дом, и если ему нравилась женщина, он просил ее забрать как жену, да, и отказывали, через некоторое время эта женщина умирала. Какое-то время люди даже боялись вообще показываться, попадаться на глаза колдуну, там, например, если обладали красотой женщины, или там боялись показывать своих дочерей. Вдруг он его пожелает, и, значит, в случае отказа ребенок может умереть, потому что эти случаи были очень частые. Вот один из таких случаев, это было в XVIII веке записано, значит, путешественникам из Англии в Африку, что колдуну понравилась женщина, которую он попросил, значит, за большой выкуп, за 20 коров, это для африканских народов очень большой выкуп, забрать. Но отец отказал. И через несколько дней она умерла. Умерла, ее похоронили, а через 3 года брат видит свою сестру,
в доме колдуна случайно, но она его не узнает, она ничего не узнает, она в каком-то таком ступоре, как будто отреченная от мира, сама не понимает ничего и только слушает приказания колдуна. Вот. И с тех пор вот это, в принципе, самое, ну, такое первая регистрация, первая запись о зомби в Англии. И считалось, что он, значит, поднял ее с гроба и вселил в нее какую-то душу, забрал к себе в услужение. Что происходит, дорогие люди? Значит, есть такая вещь. Человека можно вогнать в это состояние летаргического сна, очень глубокого, либо колдовством. Есть такие ритуалы, но они отнимают огромную силу. Они могут отобрать и твою жизнь после, когда ты это сделаешь. Это настолько трудоемкая вещь, потому что в магии всегда все логично. Есть вещи, которые нужны в повседневности, есть вещи, которые не обязательны. И если ты занимаешься вещами, которые не обязательны, скажем, хочешь вогнать в летаргический сон человека, то у тебя потребует очень большую жертву за это, поскольку туда будут воздействованы очень сильные духи высшего пантеона, да, подразделений. Не высшая сила, а высший пантеон. Пантеон делится. Духов и богов я уже рассказывала. И этим занимаются очень сильные люди. Так вот, скорее всего, колдун увидел эту женщину. Она ему понравилась, естественно, отказали и так далее. И он навел на нее такой сон, она отключилась, все ее приняли за мертвую, поскольку там медицина далеко, там не в каждом селе была, то если человек несколько дней валяется, никаких признаков жизни, он холодный, он умер. Естественно, ее похоронили. Скорее всего, он там дежурил. И как только они отошли, процессия, он ее выкопал, вытащил оттуда, все это обратно засыпал, чтобы не было никаких сомнений, и забрал к себе, после чего он привел ее в чувство, не оживил и не вселил душу, а привел ее в чувство, может быть, какими-то лекарственными средствами, может, какими-то там травами. Все. Стирание памяти существует. Есть очень много трав, которые, например, даже бабушки неграмотные пользовались, и мы удивлялись, откуда знают они свойства этой травы, хотя они не медики, не врачи, да, но у них это знание есть из поколения в поколение, они этим пользуются. И вот он ее оживил и оставил у себя, стирая память о прошлом, о семье. Если бы брат случайно не увидел, никто бы не узнал, что эта женщина жива и живет как супруга, как жена этого колдуна. Естественно, он ее забрал как жену. Просто чтобы она не вернулась, убрал у нее это все и как бы сковал ее волю, закрыл ее от всего мира, чтобы она принадлежала только ему. Есть очень много иных способов. Угощение там, или сыпать яд невзначай, незаметно. Но это такой яд, который не убивает, а парализует. Есть, например, змеи в Индии, которые кусают, человек парализован, у него сознание работает, его дыхание очень слабое, абсолютно не слышится, и очень много людей так сожгли, считая за умерших. Была недавно девочка спасена, когда ее посчитали за умершую, но в конце концов какой-то врач, случайно как бы узнав, что происходит, какая змея укусила, просто-напросто уже подготовление к костру остановил, ввел ее антияд, или как там называется, да, антибиотик, в общем, противоядие. И она встала на удивление, на радость и на ужас родственников, что они могли ее, например, сжечь живьем. Да. Вот есть, видимо, из этих змей сделаны какие-то специальные яды, специальные лекарства, специальные средства, которыми можно угостить незаметно. А у колдунов есть такая особенность навести мороку, когда никто не замечает, что ты сыпешь в бокал или в стакан человека. И после этого человек через некоторое время, как бы через сутки, через 2 или сразу же, как бы умирает. И его хоронят. И во избежание таких случаев даже были в Африке определенные там родственники дежурили возле кладбища. Даже втыкали туда, значит, такой большой кол, палку со звенящим колоколом, что если вдруг она проснется, чтобы она дергала, и люди услышали и пришли, выкопали. Такое же существовало и
в Европе. Только там уже их вурдалаками называли, оборотнями там называли их, значит, детьми дьявола, те, которые якобы восстал и ходят. Были такие случаи, когда человек был или в летаргическом сне, или в коме, его похоронили, а он пришел в себя там от нехватки воздуха. Да, и так вытаскивали людей. Я знаю рассказ женщины, еще была маленькая в Грузии, когда она приходила к нам домой, плакала и говорила, у нее дочь умерла. Взрослая женщина, там 2 детей, вот, и говорила, что во сне она пришла и сказала: мама, почему ты меня похоронила живем? И вот она не смогла уснуть, она устроила истерику, утром пошли родственники там под натиском, под криком ее и давлением выкопали и увидели, что содрана вся вот верхушка гроба, она загрызла себе пальцы, перевернулась и умерла. То есть она действительно была живая. Понимаете, вот такие ужасающие случаи случаются, когда в селениях, например, не приглашают врача или по канонам религии нельзя вскрывать человека, но, по крайней мере, нужно хотя бы проверить его, ну, как бы, мертв он или живой. И такое очень часто бывает в определенных культурах, где нельзя, как бы, трогать человека после смерти. Такой риск существует. Их тоже можно назвать зомби, но там-то, если человек спасется, то он вернется обратно в свою жизнь. А здесь просто в Африке, вот пользуясь незнанием, пользуясь неграмотностью населения, у колдунов были определенные средства, снадобья, травы или заговоры очень сильные, которые вгоняли человека в летаргический сон, очень глубокий. Потом он их вытаскивал, делал определенные манипуляции с ними и использовал для себя. Там, например, у одного колдуна там 30 человек, которых считали мертвыми в разных регионах Африки, да, нашли на его плантациях, где они работали. Родственники узнали, их забрали домой. Хотя говорят, что после того, как забирали, через некоторое время они умирали, были нежизнеспособные. Ну и тот миф, что они разлагаются, вот у них просто тело разлагается, а внутри душа, и такого не существует. Душа, сущность, она на самом деле разумная, это наш разум, это мы и есть сущность. Просто наша сущность руководит нашим телом, приказывает телу трогать то, взять это, говорить так и так далее. Но вся наша структура, строение человеческого мозга, там, строение человеческой там, души, это наша сущность, это мы. И не может быть, чтобы разумная сущность зашла в труп, да, и забыла все на свете и начала там ходить и в этом разлагающемся теле. Этого нет. Это выдумка. Это миф. И где бы вы это ни прочли, не верьте никогда. Это не существует. Есть, когда определенные сущности потустороннего мира могут явиться с видом разлагающегося тела, даже запах почувствуете. Это существует, но это не человек. Это не человеческое тело, это не бывший человек, который вот сделали зомби, как бы, да, и привели, и служит он, и у него там уже тело уже падает с него, а он еще ходит, разговаривает, не знаю, что он там делает. Этого нет, это миф. Зомби, еще раз повторяю, это когда с помощью колдовства, либо ядов, скорее всего ядов, чаще всего, потому что на колдовство нужно тратить огромную энергию, силу, и не всегда это получится. Легче всего, конечно, посыпать что-то такое, сделанное, направленное на то, чтобы отключить человеческий мозг на время, вогнать его в очень глубокий сон, когда даже дыхания не слышно. После чего человек, то есть который занимался колдовством, значит, караулил, смотрел, как только похоронная процессия уходила, удалялась, он выкапывал, вытаскивал, забирал тело и делал с ним, что хотел. Стирая его память какими-то снадобьями, какими-то зомбирующими там средствами, которые только он знал, и заставлял служить себе. Это есть, это возможно, это очень вероятно. Все остальное это голливудские сказки, которые просто люди очень любят все, знаете, так романтизировать, все там какими-то страшилками там накидывать все сверху, добавить еще что-нибудь и начинать как снежный ком. Кто-то что-то услышал, но где, чего и как, и не знает. Колдуны Вуду, они очень сильны. Колдуны Африки очень сильные. Я знаю человека, который вообще не верил в колдовство, абсолютно, профессор. Ему 48 лет было тогда, но уже это лет 10-12 назад, наверное, я точно не помню. И человек, у него
него была онкология уже почти последней стадии. Его мечта была посетить Африку. Он очень любил вот эти все экзотические маски, там эти все ритуалы. И он посетил Африку. Его чуть ли не насилком друг заставил пойти к колдуну. Просто пойти, терять-то нечего, и он пошел. Этот человек заставил его, значит, лечь в землю, зарыл его, закрыл полностью, связал ему руки, ноги, что-то ему дал, его парализовало просто, и только голова была наружу, и он говорит, что, как рассказывал нам, он был потом нашим преподавателем, что у него перед глазами вполне адекватный, нормальный, не пьющий человек, имею в виду, что у него перед глазами чего только не происходило за это время. Он не мог шевельнуться, но он все понимал. Или выходили, и все что угодно, только он ему сказал, что ничего, никто его пальцем не тронет, но он должен лежать здесь до утра. И у него произошла какая-то перезагрузка мозга, сознания, что ли, как понять. Он вылечился, он живет до сих пор. После этого, через 5 лет, у него еще ребенок родился. Правда, те дети уже взрослые были. Вот. И он сказал, что сейчас он слышит, видит, он живет такой полноценной жизнью, о котором даже не мечтал. То есть, если такие колдуны есть, то они могут и зомби превратить, и во что угодно, и во что хотите. Да? То есть ничего удивительного в том, что они знают определенные снадобья, определенные способы отключить человека на время. Ничего удивительного в этом нет. И, как правило, такие люди встречаются именно в Африке. В Европе или где-либо еще, ну, по крайней мере, я не слышала. Может быть, еще в Гаити, потому что Гаити прямая наследница вот колдунов Вуду, это Гаити. Вот. Таких случаев не так уж много, не миллионы. Ну, может быть, знаете, там из всей республики, скажем, за несколько десятков лет, ну, 2-3 случая. Просто, я вам еще раз говорю, вот эти все обросли легендами, сказками вокруг этой темы, там очень много шумихи создали, которые на самом деле не соответствуют правде. Я надеюсь, что я вам прояснила более-менее, что это за понятие зомби. Всем удачи!